Слава Украине, привет всем от Полонска. Друзья мои, бавовна, лусь, да. Короче говоря, друзья мои, шикарные новости приходят из временно оккупированного московитами Татарстана. Напомню, они сожгли Казань, убили там всех людей, а теперь, значит, кричат, что Татарстан это ихний. Ну да бог с ним. Там есть городишко Елабуга. Городишко ничем не примечательный, кроме одной мерзости. Там находится завод по производству иранских дронов «Шахед». Да, именно там их собирают, клепают и так далее. Это крайне зловредное, крайне фашистское предприятие, которое вообще не имеет права на существование, потому что именно эти российско-фашистские дроны, точнее иранские фактически дроны «Шахед», наносят удары по нашим городам и селам, по гражданским, конечно. Но мы знаем, путинские фашисты — это путинские фашисты, никто их не отменял. И они вот именно этими шахедами пытаются кошмарить Украину. Пытались, наверное. Ну, посмотрим, что там сейчас произошло. Короче, друзья мои, сегодня туда прилетели добрые дроны. По прямой. Расстояние туда приблизительно 1200 километров от ближайшей точки границы Украины и фашистского недорейха. Да. 1140-1150, где-то так, около 1200. Да. Но вы же понимаете прекрасно, что дрон по прямой не летит, иначе его собьют. То есть дрон сделал где-то 1500-2000 километров, чтобы туда долететь. И прикол в том, что дронов таких было 6 штук. Что они из себя представляли, и об этом уже можно говорить, потому что уже Ванек даже написал это дело. Каждый, это крупные дроны, это не из мелких, это большие реально пепелацы на основе легкомоторных самолетов. Каждый дрон нес 250 килограмм взрывчатки на себе и еще 250 килограммовую фугасную бомбу. Один дрон был сбит по дороге, 5 штук долетели. Сначала отбомбились, потом спикетировали туда. Короче говоря, взрывов там немерено. Ссылочка на видео в описании к данному ролику. Заводу нанесен капитальнейший ущерб. Будем надеяться, что он стерт с лица земли. Потому что, еще раз говорю, это фашистское предприятие, бандитское предприятие, милитаристское предприятие. Абсолютно законная военная цель. Почему? Потому что эти дроны летят, и, конечно, это боевые дроны, и они летят кошмарить мирное население Украины. Летели. Да. Интересная реакция, кстати, ватопитеков местных, которые там избиратели Путина там снимают это все дело, как наши дроны летят. Им довольно-таки сильно понравился пролет наших дронов. Причем один из дронов показательно так еще круги понаворачивал, там, выискивая цель получше. Да, интересен момент, что по дрону стреляли из пушки. По дрону Панцирь С-1 запустил ракету мимо. Короче говоря, ребята, вот этот Панцирь, это косовыдло, такое косое, такое криворукое, такое вообще ничтожное. Знаете, хорошо, что они это снимали, потому что вот эти панцири, они никому после этого, вот этой туфты, они никому больше не продадут. Вот это, чтобы там стояла какая-то стрела 10 еще советская, она, может, и попала бы. Или оса древняя какая-то там персидская, да, вот знаете, да? ПВО стрела 10, ПВО оса и так далее. То есть вообще старые, но у них процент попадания выше. Тут он просто плюнул по этому дрону, знаете, как это в чистое небо. Одно слово плюнул, и оно на него упало. Короче говоря, да, один дрон им таки удалось сбить, но из 6. Ребята, эти дроны летели там со скоростью 100 км в час. Не попасть в них было сложно. Но русские смогли не попасть, и они точно, я же говорю, сначала лусь, да, туда бомбы положили, а потом еще это лусь туда сверху, как говорится, компотиком это все приконопатили, эти котлеты. Вот, и над этим заводом сейчас клубы дыма, приблизительно такие же, как над 51-м арсеналом ГРАУ во Владимирской области. Да, Путин, конечно, в печали. Но он может теперь пожаловаться, я не знаю, Трампу, может там в спортлото пожаловаться, ну или как вариант в Лигу сексуальных реформ.